И как только я стал подумывать, а не оставить ли мне Миникс, все-таки прикольный фонарик, Рубин берет и выкатывает Е2 в черном и красном цвете. Я так понимаю, мужской и женский варианты. Но это не точно. Итак, что о нем мы знаем? 5 лет гарантия, максимальная яркость 150 люмен, в минимальной светит 7 часов, на 26 метров, IP66. А еще я знаю, что он легче 11 грамм. Давайте распакуем и посмотрим. Да, можно ничего не резать, а просто открывать. И когда будете брать, обратите внимание, есть две версии, стандартная и с ожерельем. Конечно же, у меня две версии с ожерельем, ведь это интересно. Итак, у нас идет инструкция. Мои разговоры про газету были услышаны, поэтому инструкция стала змеей. А из инструкции мы узнаем, что в основном режиме данный фонарик светит на 5 люмен, 7 часов, 50 люмен 1 час и 150 люмен аж 1 минута, а потом он продолжает светить в 100 люменах. Для такого легкого фонарика вполне себе неплохо. Есть еще боковой свет, который выдает 10 люмен 3 часа и 80 люмен 30 минут. 80 люмен боковой свет – это ярко. А аккумулятор, как известно, у него 120 мА. Также у нас есть инструкция на Quick Release Connector P5. И я-то думал, он на магните. Будем разбираться. Кольцо на ключи, шнур заряда, обычный Type-C. И мой любимый браслет, горошек, соединенный между собой. Довольно крепкая штука. А, еще, точно, еще и фонарик. Слушайте, выглядит довольно-таки стильно. Давайте возьмем в руки. Я думал, он будет чуть шире и более плоский. А он, как видите, вот такой вот прямоугольный получился. По центру мы имеем круглый светодиод и рифленый отражатель. Посмотрим, как это все будет дело светиться. Модель, напомню, Wubin E2. А вот это Wubin E7. Непредсказуемая серия E. И давайте, конечно же, посмотрим на ожерелье. Внутри также лежало вот такое силиконовое колечко. Вот зачем оно нужно, я пока вообще не представляю. Крепление очень качественное. Оно сделано из металла, и я так подозреваю, оно реально крепится с помощью магнита. А вот эти вот штучки нужны для того, чтобы просто его отклацнуть. Производит отличное впечатление. Данное крепление, оно сделано из алюминия, по центру, я так понимаю, металл для фиксации, и также для фиксации есть еще вот такие вот захватики по бокам. Давайте проверим, как он прикрепляется. Скорее всего, вот таким образом. Он защелкивается, а для того, чтобы его отцепить, нажимаем вот эти штучки и легко отцепляется. А если не нажимаем, отлично держится. Интересное крепление, именно такого крепления я еще не встречал. И, кстати, данный корпус, насколько я помню, должен быть светонакопительным. А давайте сразу это и проверим. Да, он светится, в темноте будет сильнее, в темноте проверим чуть позже. Довольно длинное ожерелье получается. Вы спросите, как оно выглядит на шее? А вот таким образом оно выглядит на шее. Как вы видите, длина получилась вполне себе адекватная. Да, конечно же, есть вариант крепления за вот это вот отверстие, тем более у нас колечко есть в комплекте. Но при наличии вот такого вот крутого крепления другими пользоваться не хочется. А давайте попробуем включим. 5, 50, 150. Довольно ярко. Производитель обещает качественный свет, и Кри будет больше 90%, поэтому должен светить приятно. Чуть позже мы распакуем красный, и также я должен проверить, как долго он светит в максимальном режиме. Неужели целую минуту? И немножко попользоваться и оценить юзабилити. А для вас это будет через 3, 2, 1. Проходил я с этим малышом уже около 4 дней, и он мне понравился. Внесу небольшую ясность. Вначале я немножечко неправильно сказал по креплению. Как вы видите, у данного крепления есть свой индекс P5, вернее номер, и мне кажется, оно будет использоваться и в других моделях. Я сказал, что оно внутримагнитное, на самом деле никакого магнита внутри нету, и само крепление не алюминиевое, а металлическое, то есть стальное, потому что оно, во-первых, тяжелое, во-вторых, естественно, будет более прочное, потому что алюминиевое может разогнуться, а стальное ушатать намного сложнее. Удобно ли пользоваться вот этими нажималками? Да, удобно, но для этого нужно приноровиться, вот так вот зажимать шариковое ожерелье, и тогда легко нажимаются данные контакты, как вы видите, магнит работает, и легко оно устанавливается, и также легко снимается. Я ради эксперимента данное ожерелье не снимал, ходил с ним днем, и у некоторых данный фонарик вызывал интерес, а некоторые даже не обращали, думали, возможно, ручка висит. И вот таким образом данный фонарик выглядит на повседневной одежде, и мне кажется, он вообще не привлекает внимания. И при необходимости очень удобно и очень быстро снимается. Для понимания того, насколько он маленький, давайте его измеряем и взвесим. В самом толстом месте толщина 14,5 мм, ширина 18,1 мм, длина 41,5 мм,
А весит данный фонарик 11,3 грамма. Заявлено 10,7. Возможно, мои весы немножко барахлят, а возможно, фонарик чуть тяжелее, но эту разницу сомневаюсь, что вы почувствуете. А если взять все вместе, то получаем 19,6 грамм. Как обещал, распакуем еще красную версию, возможно, она полегче будет. Комплект, конечно же, идентичный, а вот сам фонарик, конечно же, будет поярче. Давайте его взвесим. 11,3. Так как производитель везде заявляет 10,7, возможно, так и есть. Полграмма вы не заметите, возможно, мои весы немножко привирают. И, в общем-то, это не принципиально, это больше, конечно же, для рекламы. Данный фонарик у меня 3 дня целыми днями висел на шее, об что-то бился, и, как вы видите, черное покрытие на месте. Не знаю, насколько его хватит, но ни одного косяка после ударов и прочего пока я не заметил. Естественно, вес маленький, поэтому по-другому быть и не должно. Не могу не отметить вот эту вот пластиковую штуку. Меня очень бесят резиновые штучки. Они то открываются, то становятся жирными, то еще что-то. Здесь проблему решили довольно-таки интересно. Надеюсь, склейка резины с пластиком будет надежной, потому что это лучший вариант из того, что я видел. Герметичность за счет резины и практичность и приятность за счет пластика. Определенно зачет можно использовать и в других продуктах, мне очень зашло. Еще раз напомню, в данном фонарике есть магнит, я им не пользовался, он средней силы, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, наверное, тоже хорошо, не сильно прилипает и при этом не косячит сам себя. Можно использовать, к примеру, для подсветки какого-нибудь счетчика, вот так вот крепите, включаете либо боковой режим, либо же направленный, в общем, может пригодиться, тем более он есть не просит. Можно даже играться. Если у вас, конечно, 2 таких фонарика. Насчет полезности дополнительных режимов. Пользовался ли я ими? Да, пользовался. Вот такой режим мигалки я включал, когда ехал на велосипеде, потому что забыл переднюю фару. И для того, чтобы меня было чуть лучше видно, я включал мигалку, включал задний фонарь, и, в общем-то, никаких проблем не было. Мне его понравилось использовать в роли запасной мигалки на велосипеде. Если хотите, чтобы вас прям хорошо было видно, можно включить вот такой режим. Яркость этих режимов около 1 люмена, хотя в темноте они выглядят довольно ярко. Вот таким образом они выглядят, если включить фонарик, когда он висит у вас на шее. Иногда он пригождается, к примеру, когда я гуляю с собакой, рядом пролетают некоторые товарищи на велосипедах, некоторые на самокатах. При этом некоторые странные товарищи ездят без передних фар. Лучше повесить, к примеру, такую мигалку, вы будете заметны и никто у вас не въедет. Как видите, внутри просто большое количество мелких светодиодов, и они довольно-таки приятно мигают. Далее боковой свет есть у нас вот в таком варианте, это 10 люмен. Его можно использовать как светильник для того, чтобы оценить яркость. Вот таким образом это все дело выглядит, к примеру, если включить в подъезде. Это 10 люмен, а вот таким образом освещает подъезд 80 люмен. И это довольно большая яркость, к примеру, палатку или даже небольшую комнату вполне себе может освещать. Ну, конечно, так данный фонарик просветит всего лишь 30 минут, поэтому в режиме боковой подсветки лучше использовать вот такой вариант на 10 люмен. Так он будет светить около 3 часов, это уже нормальное время свечения. Вполне себе рабочее решение, не так, чтобы оно прям нужное было, но раз оно есть, почему бы не пользовать. И так как в комментариях вопрос все равно возникнет, а светит ли данный фонарик при зарядке? Отвечаю, светит. А при зарядке не светит. Красный тоже только заряжается. А вот по режимам работы основного света есть небольшая путаница, и я ее буквально недавно заметил. В инструкции, которая идет к фонарику, указано 5 люмен. Официальные инструкции, которые появились на сайте сегодня, в момент продаж, показывают, что здесь 1 люмен. Давайте оценим. Вот этот Trustfire выдает 1 люмен, а вот так светит Wubin. Все-таки, мне кажется, инструкция говорит правду, и здесь ближе к 5 люменам. Конечно же, я его проверил в реальной ситуации. Прошел дождь, слева листья, справа мокрая дорога. Итак, включаем минимальный режим. Примем его за 5 люмен, и вот таким образом он освещает перед собой дорогу. В принципе, если полная темнота, то можно уже с ним передвигаться. Далее у нас идет 50 люмен, вполне себе прилично освещается территория в пределах 5 метров, глазом видно до 10 метров. И когда мы врубаем 150 люмен, то вполне себе хорошо освещается территория вплоть до 20 метров, глазом видно, естественно, дальше. В реальной жизни, мне кажется, этого должно хватать просто с головой. Но тут возникает вопрос, сколько же он светит в максимальном режиме 150 люмен и переходит ли потом в 100 люмен. Включаем фонарик, и до 20 секунд данный фонарик вообще не теряет яркость.
На 20 секундах он теряет 10%. Далее держится до 40 секунд, теряет еще 10%. И где-то уже к минуте он переходит на яркость, если изначальную принять за 150, то он переходит приблизительно в 105-110 люмен. И последующие 4 минуты он ниже яркость не опускал. Для такой крохи, мне кажется, это более чем адекватный результат. Голова прогревалась приблизительно до 33-34 градуса, то есть просто теплая. Вот таким образом это все выглядит на графике. Мне кажется, яркости в 105-110 люмен в течение получаса вполне себе достаточно, учитывая, что здесь аккумуляторы всего лишь по 120 мА. Возможно, не самый выдающийся результат, но для повседневного использования вполне себе подойдет. А как узнать, когда данный фонарик сядет? Тут все просто. Зажимаете основную клавишу и смотрите на боковые светодиоды. Если горит синий, то заряд более 90%. Если мигает, то от 90 до 40. Если горит красный, от 15 до 40. Но если красный начинает мигать, то меньше 15% и пора его уже заряжать. Как видите, этот заряжен более 90%, а этот определенно более 40%. Определенно рекомендую брать именно с вот таким креплением. Стоит сейчас он на старте около 20 евро. Потому что без этого крепления вы потеряете кучу функций. Во-первых, зачем вам это сердцебиение мигающее, либо же мигающие эти мигалки красные, двухцветные, если он у вас будет лежать в кармане. По итогу мы получили классные маленькие фонарики. Давайте еще раз покажу, как они светят. К примеру, опять же в сложных условиях. Щебенка, все мокрое. Вот таким образом светит 5 люмен. Как видите, уже можно рассмотреть что-то под ногами. А вот таким образом светит 50 люмен. Уже пробивает свет приблизительно на 10 метров. А когда подрубаем 150 люмен, вполне себе комфортно двигаться. И когда яркость упадет до 100-110 люмен, вы не сильно ощутите падение. Мне кажется, разумная яркость, потому что если бы сделали здесь 300 люмен, которые падали до 100 через 20 секунд, глаз это очень сильно воспринимал, и вам казалось бы, что фонарик светит не ярко, а так небольшое падение практически глазом незаметно. По итогу получились отличные малыши. Кому нравится красный цвет, кому нравится вот такой вот темно-серый, мне, конечно же, такой цвет нравится. Определенно нужно брать с этим ожерельем. Крепление получилось реально удачное. Рекомендую данных малышей. Можно брать. Проверку прошли. Если вам зашли эти малыши, у Wubin есть еще один мелкий фонарик. Если вам интересен его обзор, я его также сделаю. Он просто вышел довольно-таки давно. Там тоже интересное крепление, хотя не такое удобное. Хотите еще один обзор? Напишите в комментариях.